Всем хай. Попробовал написать программу для нарезания, фрезерования резьбы конусной. Не получилось. Тут получается, надо по спирали со смещением делать. Ну, например, это вот у меня отверстие спирали, а мне надо отсюда идти до сюда, до этой точки. Здесь получается центр этого сектора смещается от центра отверстия. И просчет у меня получился только на 180 градусов. Как только начальная точка оказывается левее второй точки, у нее пересчет уже нарушался и фрезеровал в другую сторону. Тогда я просто решил по секторам фрезеровать по спирали. У меня получается, я так сделал, одна дуга идет на величину сектора. Потом становится в эту точку, следующая дуга идет в эту точку. Опять дуга идет в эту точку. И так она идет до нужной глубины. Это вот расстояние при фрезеровке, например, в 1-2 градуса очень маленькое, меньше сотки получается. А обычно отработка радиусов идет с точностью до 5 микрон. И станок не показывает ошибки. Поэтому вот эта вот перемычка, ступенька, она практически видна не должна быть. Ну вот, я отфрезеровал здесь, и тут сектор, причем большой, 45 градусов. И эти нанотрубки ничего не показали, никаких ступенек. И как я, получается, это реализовал. По параметрам. Большой радиус, это вот этот радиус. Q1, Q2 угол конуса. Вот он. Для конусной резьбы это 1,7 градуса. Q3 глубина. Вот. Q4 шаг наоборот. Ну, шаг резьбы. Q4. Вот я схематически изобразил витки резьбы. Q5 сектор фрезеровки. Ну, схематически вот тоже нарисовал. То есть он по этим участкам будет фрезеровать. По Q5, потом Q5, еще Q5, Q5. Q6 радиус инструмента, Q7 добавочные обороты вверх. Это вот эти вот. Раз и два. Два оборота. У меня тут стоит. Да, два оборота. Чтобы не влететь инструментом в металл. Q8 припуск. Ну, вот для такой фрезы явно придется смещать фрезу туда ближе к конусу. Если его продлить, тут будет зазор. Поэтому я ввел этот припуск. Если, например, минус десятка, минус 2 десятки, тогда он состыкуется с этим конусом. Можно минус 5 миллиметров, тоже будет работать. И все. И что он у меня делает? Рассчитывает вот это вот Q15 дельта Z на сектор. Насколько меняется глубина при отработке сектора. Q16 насколько меняется радиус. Вот маленький. При таком угле и на такую глубину. И Q17 стартовый Z. Добавляется два витка. Q18 это рассчитывает радиус на этой высоте. Начальный радиус. Потом я отнимаю вот эти дельты все. Не пересчитываю, просто отнимаю дельты. И так до тех пор, пока не наберется эта глубина. Поэтому последняя глубина может быть чуть-чуть больше, чем Q3. У меня цикл идет
если Q17 больше Q3. Но если чуть-чуть меньше будет, а потом прибавится сектор, то вот на этот сектор и будет на дельта-сектор по Z будет больше глубина. Но для конусного отверстия это не страшно. Дальше выхожу, рассчитываю Z и рассчитываю эту точку. И в этой точке это x, y, вот это вот Q24, Q25. Рассчитал эту точку. Работаю только по сектору, больше ничего не прибавляю. Угол сектора Q5. И поэтому центр я делаю все время в нулях, а потом винтовая интерполяция хайденхайновская. Но тем сектором, который мы задаем здесь. Чем меньше будет сектор, тем точнее. Но очень маленький, наверное, тоже нельзя, потому что не успевать будет просчитать станок. Хотя Хайденхайн считает очень хорошо. Может быть и градус потянет. Так, винтовая поля. И вот после конца винтовой поляции я выхожу в рассчитанную точку. Вот эту. Потом поворачиваю. Делаю поворот нулей на угол Q5 на сектор. Отнимаю от радиуса дельту. И опять на begin. И когда он Q17 будет меньше, чем Q3, он пойдет дальше. В середину отход и выход наверх. Отмена поворота. Конец программы. Вроде все. Ну вот. Ой, не видно никаких шагов. Что у меня тут? Да. Входные значения 16, коны. Вот. Сектор 45 градусов. Шаг резьбы 2 градуса. Почти спираль считает. На картинке ничего не видно. Так что если сделать маленькие углы, наверное, вообще через микроскоп не будет видно. Коны делаем 1,7. Это можно побольше взять. Сектор делаем 5 градусов. Проверяем, что будет. И можем... Так, давайте сначала посмотрим так. Эти все по 5 градусов считает хорошо. Что на станке будет, не знаю. Я такие карманы никогда не фрезеровал. Так, и давайте поменяем припуск. Нам надо отверстие расширить, значит будет минус 5. Там у меня 20, 30. Заготовка шириной 30, дырка 20, плюс 5 будет 30. Окей. Прогоняем. Эу. Минус 5, а не 5 надо. Пять. Окей. Гоняем. Y минус 30. Да, 5 миллиметров еще есть.
30 плюс 30. У меня 20 минус 5, 25. А тут, да, 5 миллиметров осталось. На конус похоже. Кому надо, попробуйте. Может, вполне можно отработать. А причем, если использовать фом или лен для герметизации стыка, то, я думаю, вообще на ура пройдет. Всем удачи. Пока.